Добрый день, друзья! Вот и Добрый день, друзья! Вот и обещанная пересадка. Орхидея до сих пор живет в покупном горшке. Корни наросли щеткой и все вверх. Как же нам пересадить орхидею и опустить эти корни в горшок? Давайте с вами пробовать. Сначала мы разберем орхидею, посмотрим, какие у нее корни в горшке, потому что в горшке тоже много новых растущих корней. И я вам расскажу, что сделать с этими вверх растущими корешками. Я эту орхидею уже показывала. И подсказку на то видео, в котором я ее показывала буквально 2 недели назад, я оставляю, как всегда, под видео и в правом верхнем углу экрана. Посмотрите, какие у нее были корни тогда, как они подросли сейчас. Ну а теперь давайте пересаживать. Смотрим, проросли ли корни внизу. Внизу корней нет, поэтому достанем ее, извлечем из ее горшка. И вот, кстати, вам хочу показать. Это не голландская орхидея, а может быть и голландская. Честно говоря, на горшочке нет никаких опознавательных знаков. Но есть вот такой белый налет в горшке. Я как-то говорила о нем. Ну вот теперь могу вам показать. Вот налет, вот налет. Это не плесень. Это, скорее всего, орхидея посажена или с микоризой, или бывают такие специальные почвенные грибы, с которыми орхидея растет в симбиозе. Там увидела черное пятно на листе. Сейчас вам поверну ее и покажу. Вот здесь видно еще гнилые корни. Они очень плотно обмотали край горшка, проросли туда, вот, пока не дают возможности извлечь орхидею. Сейчас попробуем. Не хочется резать горшок, поэтому постараемся сделать так. Горшочек чистый, у нас все с вами получилось. А вот здесь мелкие растущие корни. А вот и гнилые, которые не мешали совершенно расти новым корням. Вот этот налет. Так. Вот он высыпался. Сейчас вам сюда вот положу. Это не плесень и ничего страшного, когда орхидея растет и в горшке появляется такой налет. Причем он появляется только после полива. А когда высыхает, его не бывает. Я орхидею эту поливала 3 дня назад. Снизу еще влажная кора, а сверху уже все высохло. Ну, торфяной стакан в оплетке. Вы знаете, очень похоже на голландскую орхидею, потому что вот в таких оплетках чаще всего голландцы орхидеи выращивают. Ее придется разрезать. По-другому не уберешь этот пластиковый стакан. Так, сейчас с этой стороны уберу кору и тоже отрежу. Тогда он очень легко, этот пластик, снимется с торфяного стакана. Сам вылетает уже. И последний кусочек. Так,
Надо сделать так, чтобы не поранить корни. Вот. Вот и весь стакан. Теперь убираем торфяной стакан. Так как он немного, совсем немного влажный, он легко снимается. Но внутри этого стакана есть гнилые корни. И вот эти корешки, с которыми она начинала расти, самые ее первые, их можно сразу удалить. Так. Сухой корень. Вот это полусухой корень. Видите, серединка засохла, а здесь есть небольшой корешок. Но можно обрезать это все. Это нам будет не нужно. Так, еще вижу сухой корень. Да, сухой, совсем сухой от основания. Убираем. Этот сухой корень ищем где у него начало, насколько он сухой. Сухой он почти весь. И еще один корень, но этот пока мы трогать не будем. Вот этот не будем трогать. У него здесь есть продолжение. Я не вижу, куда он продолжается и какой он там будет. После того, как промою под проточной водой, будет понятно, нужно удалять этот корень или нет. Пока оставлю. Еще там внутри есть малюсенький сухой корешок. Так, и показываю вам вот это, вот на листиках, мелкие-мелкие капельки. Вот на одном, вот на втором. Это не вредители, это гутация. Я как-то рассказывала про липкие пятна на орхидеи и тоже вам подсказочку оставлю, чтобы вы могли посмотреть это видео. Ну а сейчас я ее пойду промывать. Да, и вот здесь есть черное пятно. Я его даже не заметила. С этой стороны маленькая такая крапинка. Но так как у меня эта орхидея порядка 3 месяцев находится, видите, пятно не разрастается. Я ничем его не обрабатывала, ничего с ним не делала. Поэтому волноваться тут не о чем. Ну, вот сейчас я липкие капли, конечно, все руками сама и сниму. Ну, а сейчас будем промывать, они все равно все смоются. После промывки корни стали менее серебристые, это те, которые у нас были воздушные. А здесь очень хорошо видно гнилые корни, которые мы сейчас и уберем. Было кокосовое волокно, вот оно осталось. Маленькие частицы кокосового волокна, даже не все смогла их смыть под водой. Ну, давайте убирать теперь гнилые корни. Не дорезаю до живого, поэтому обрабатывать ничего не буду. Это здесь и не надо. И вот тот корень, о котором я вам говорила. Давайте найдем, где он у нас начинается, где он заканчивается. И посмотрим, стоит его обрезать или нет. Не стоит, потому что вот от него идет растущий корень. Поэтому здесь я только зачищаю вот этот гнилой виламент, снимаю с корня. Так, сейчас как удобно будет показать. Тут он весь заплетенный, весь. Я, кстати, когда промываю, не стараюсь расплести корни у орхидеи. Если она сама их под водой расплела, хорошо. Если нет, значит я их специально не расплетаю. Так, виламен весь убрали. Корешок черный. Сейчас посмотрим, живой он или нет. Ну, раз растет, наверняка живой. Так, еще один такой корень вижу. И тоже придется смотреть, что же у него, где же и что же у него в окончании. Где же его окончание этого корня. Придется разбирать.
это один, а это второй. Ну что ж, и второй нельзя убирать. Вот растущий корень у него. Поэтому точно так же снимаю гнилой веломен и оставляю весь корешок. А мы знаем, что тяж — это именно основной корень орхидеи. Цилиндр, так называемый. А веломен — это веломен, верхняя часть, которая пропускает воду в паренхиму. Вот в эту мясистую часть корня. Шея у него чистая. Чуть-чуть торфяного стакана осталось. Теперь, для того, чтобы нам эти корни опустить, вот эти листья нам будут мешать. Но это фласочный лист. Его просто убрать, оторвать. И вот это еще фласочный лист один. Вот этот тоже убираем. Можно разорвать лист напополам и развести в разные стороны. Очень легко так снимаются. Так, здесь мы корни освободили. Ну и вот этот листик, его бы тоже нужно снять. Да, он легко отламывается. Так, и для того, чтобы нам посадить орхидею вот в такой горшок, если я сейчас помещу ее, эти корни останутся или воздушными, или сломаются. Я на 15 сейчас, 20 минут температура воды 30 градусов. Опущу. Получится все корни, но в основном меня интересуют вот эти сухие корни. Опущу их в воду. Получается, что вся орхидея у меня поплавает минут 15-20. Я сейчас пока не протираю точку роста орхидеи. Когда закончу и посажу, тогда я обязательно протираю точку роста орхидеи, потому что вода попала, и если останется вода, орхидея может загнить. И также пазухи все. Поэтому оставляем минут на 15-20, так орхидею постоять в воде. Тогда веломен хорошо очень пропустит воду, паренхима наберет эту водичку и станет более мягкой и податливой. И мы с вами аккуратно посадим орхидею. И все корни, вот эти, опустим в горшок. Прошло 15 минут. Достаем орхидею из воды и переносим в горшок. Что мы сейчас будем делать? Эти корни не могут стать вот такими зелеными, как эти, потому что они еще слабо набирают воду. Росли-то они воздушными, но они стали более мягкие и податливые. Поэтому наклоняем орхидею, аккуратно опускаем их в горшок. Не совсем получается или совсем не получается. Нет, вот сейчас мы поставим орхидею по центру горшка. Вот так. И постараемся, вот сейчас покажу вам, как я это делаю. Вот есть корень, который упирается. Эти тоже будут упираться в стенки горшка. Но здесь все-таки есть возможность насыпать керамзит так, чтобы они не упирались в эти стеночки. Вот видите, как они легко опускаются. А вот этот упирается, поэтому сейчас я его аккуратно палочкой зацеплю за другой корешок. И теперь я засыпаю керамзит, но придерживаю орхидею. Рукой придерживаю по центру горшка. Все очень просто.
сейчас отвлекусь. Я делаю так всегда, но кто-то всегда спрашивает, а примут ли корни посадку? Потому что они были воздушными, и потом их заливать водой, будут ли они хорошо расти? Будут. Все будет с этими корнями хорошо. Они продолжат свой рост. Здесь главное даже не полив, а я всегда говорю о том, что главное просушка корней. Если вы хорошо просушиваете корни, то получается как бы природный эффект. Появилась какая-то влага, корни напитались, потом хорошо просохли, как в природе. Прошел дождик, паренхима набрала, беламин пропустил в паренхиму воду. Ветерок, выглянуло солнышко, корешки просохли. Поэтому очень важно, чтобы корни хорошо просыхали. Теперь продолжим. Вот так все корни орхидей поместились в 2-литровый горшок. Не забываем протереть точку роста салфеточкой. Убираем всю влагу из точки роста. И из пазух орхидей. Но у меня здесь и не осталось никакой влаги. Нет, нигде. Вот в одном листике только нашла. Но на всякий случай точку роста протираем всегда. Посмотрим, понаблюдаем, как будут расти корни этой орхидеи. И хочу вам показать еще одну орхидею. Вот такая орхидея. Посмотрите, как она завалилась в горшке. У нее длинные корни. Сейчас я поставлю, будет видно. Длинные корни. Я все ее хочу пересадить. Этой посадке уже более 2 лет. Листики пыльные немножко. Она все время цветет. И даже сейчас у нее есть цветонос. Но пересадить ее очень надо. Потому что она старается выпустить всегда 2 цветоноса. Но даже и один, если он будет длинный и распустятся цветы, она падает на бок. И мне тоже очень хочется ее пересадить. Но корни у нее раза в 2, наверное, 3 длиннее, чем те, которые мы сейчас пересаживали. И если вам интересно посмотреть эту пересадку, напишите мне в комментариях под видео. Я вам тогда ее обязательно покажу. А сейчас до новых встреч, друзья. Увидимся на канале.